Лагерь Гибби-Пойнт встречал новый день, у которого будут свои печали и радости, взлеты и падения. Жан-Поль еще не знал, какие испытания ему принесет этот день. Он даже не догадывался, что сегодня ему предстоит вступить в яростную схватку за сердце Дженны. А сейчас он наблюдал за тем, как она мило разговаривала с детьми. Сам-то он чувствовал напряжение в их присутствии, но, может быть, ему пообщаться с младшим поколением? Вдруг этот жест привлечет внимание Дженны? Нет, все не то. Жан-Поль решил попросить совета у старшего. Он признался дедушке, что Дженна вызывает в нем бурю чувств, с которыми он никак не может справиться. Поэтому получить ее расположение никак не удается. Жюльен задумался и сказал, что Жан-Поль выбрал не тот способ, чтобы вызвать интерес девушки. В его время джентльмены были учтивы и терпеливы. Только так можно было заслужить доверие дамы. Почему бы Жан-Полю не впечатлить девушку, подарив ей какой-нибудь подарок, например, созданный своими руками? Так она будет знать, что Жан-Поль вложил в поделку всю свою душу и однозначно смягчится. Может быть. Вот только что он мог сделать своими руками. Хотя, кажется, он знает. Пока Дженна занималась с детьми, помогая освоить им физические навыки, он отправился в лес, чтобы набрать цветов и осенних листьев и создать самый красивый букет на свете. Заметив, что Жан-Поль что-то замышляет, Кайл последовал за ним. Но кажется, в это время года цветов в лесу было не так много, но зато он увидел среди деревьев бабочек и решил поймать одну. И он не прогадал, так как прямо сейчас Дженна изучала энтомологию и занималась выведением бабочек из гусениц. Такой подарок ей пришелся по душе. Тогда Кайл показал Дженне, что тоже имеет все возможности, чтобы дарить подарки. Какой же он надоедливый! Чтобы впечатлить Дженну еще раз, Жан-Поль принялся за изготовление бумажной подделки. Но и Кайл не остался в стороне и тоже стал ваять из бумаги оригами. У Жан-Поля получился очаровательный бумажный кактус. А у Кайла забавная лягушка. Чтобы никого не обидеть, Дженна приняла оба подарка. Погода стояла волшебная. Она не позволяла последним дням осени омрачить настроение. Дженна увлеченно читала Ромео и Джульетту на крыльце, готовясь к предстоящей театральной постановке на прощальном вечере лагеря. Жан-Поль подумал, что наверняка прямо сейчас ей хочется выпить какой-нибудь освежающий напиток. Поэтому он отправился на кухню, чтобы взбить для Дженны бананово-ягодный смузи. Кайл не заставил себя долго ждать и тоже начал делать для Дженны коктейль, только спортивный. Дженна же ведет достаточно активный образ жизни. То стреляет из лука, то плавает в реке с детьми, поэтому протеиновый коктейль ей вполне подойдет. Дженна поочередно попробовала оба коктейля. В лагере Жан-Поль, к сожалению, делил одну комнату с Кайлом. Но делить свою возлюбленную ни с кем не собирался и уступить ему Дженну никак не мог. Тогда Кайл сказал: «Хватит детских игр. Пора решить этот вопрос по-взрослому». Дело в том, что поездка в лагерь подходила к концу, и скоро должен был состояться прощальный концерт. В программу также включили небольшую постановку по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». Разумеется, роль Джульетты досталась Дженне, а вот вопрос, кто сыграет в постановке Ромео, все еще оставался открытым. По сюжету театральной сценки, после влюбленного диалога Ромео и Джульетта должны были поцеловаться. Всего лишь один невинный поцелуй, но от этого сердце Жан-Поля рвалось из груди. Он грезил о том, как получит роль Ромео, и одновременно страшился этого. Но все равно разучивал сценарий перед зеркалом. Поэтому Кайл сказал, почему бы им с Жан-Полем не устроить состязание и не решить их проблему раз и навсегда. Кто быстрее проплывет на байдарках от точки А до точки Б, тот и получит главный приз – сыграет в пьесе вместе с Дженной. Разумеется, Жан-Поль принял вызов с гордо поднятой головой. Это было не просто соревнование, это самая настоящая дуэль, и завтра один из них будет повержен навсегда. Итак, утром Кайл и Жан-Поль разместились в байдарках и заняли свои позиции. Им предстояло проплыть по реке до самого дальнего берега, обходя возможные препятствия и справляясь с течением реки. Участники забега были готовы. Оба ощущали уверенность и были настроены на успех. Ну что ж, пора начинать. На старт! Внимание! Марш! Соперники вырываются вперед, уверенно управляясь веслами. Пока оба держатся достойно. О нет, на пути Кайла внезапно возникает препятствие, и он вынужден свернуть со своего пути. Жан-Поль вырывается вперед. А кто говорил, что будет легко? Такая невнимательность может стоить Кайлу победы, поэтому он в 2 раза сильнее нажимает на весла, чтобы угнаться за Жан-Полем. И внимание, теперь он вырывается вперед. Жан-Поль сильно отстает и никак не может угнаться за соперником. Кайл активно работает веслами и не собирается отступать. Чтобы победить, Жан-Полю нужно приложить больше усилий. Оп!
Оба противника напряжены и сосредоточены на гребле. Еще немного, и гонка завершится. Давайте, ребята, работайте веслами. Вперед! Вот он, финальный рывок. Кайл приходит первым и складывает весла. Поздравляем! Жан-Поль не мог поверить в свое поражение. Столько усилий и все впустую. А Кайл упивался незабываемым вкусом победы. Много ли эта победа значила для него? Наверное, нет, ведь он всегда побеждает. Тем временем Дженна обучала детей плаванию. Вернувшись с соревнования, Жан-Поль бродил по берегу, ругая себя и свою судьбу за вселенскую несправедливость. Вечером, когда Ромео поцелует Джульетту во время театральной сценки, его жизнь будет разрушена окончательно. Показывая детям, как нужно правильно плавать, Дженна настолько увлеклась, что не заметила, как заплыла на самый глубокий и опасный участок реки. Течение здесь было бешеное, а внизу простиралась темная бездна. Осознав, что она словно висит над бездонной пропастью, Дженна испугалась и от волнения вдруг начала тонуть. Услышав крики, Жан-Поль не мешкал ни секунды. Он бросился в воду и, не думая об опасности, поплыл на помощь возлюбленной. Он вытащил Дженну на берег. Сколько еще ударов судьбы ему предстоит пережить сегодня? Не хватало еще потерять Дженну. Открыв глаза, она вдруг увидела Жан-Поля совершенно в новом свете. Дженна поняла, вот он ее герой. Тот, кто выручит в любой ситуации. Тот, кто никогда не оставит в беде. Что это такое? Пока она лежала на песке, приходя в себя, между ними словно возникла крепкая неразрывная связь, у которой было старинное и всем известное название – любовь. Это была любовь. Пока Жан-Поль разбирался со своими чувствами, у Жаклин Бонжур наступал второй этап кулинарного конкурса. В этом туре участники должны приготовить блюдо в течение определенного времени. Тот, кто быстрее управится с готовкой, проходит на следующий этап конкурса, а проигравший должен выбыть и отправиться домой ни с чем. Для этого конкурса члены жюри выбрали жареную тилапию. Это не такое уж и сложное в приготовлении блюдо, готовится рыба достаточно быстро. Но тем не менее, также легко ее испортить. Так что спешка в этом деле тоже могла сыграть злую шутку. Поэтому, как сказал Гектор Маринад, кулинарам нужно найти баланс между временем и качеством. Кулинары заняли свои позиции у кухонных столов. И прямо сейчас мы готовы объявить о начале второго этапа кулинарного конкурса. Итак, раз, два, три, начали! Жаклин Бонжур и Изабель Котель успевают управиться быстрее. И самый последний в этом кулинарном забеге приходит Жозефина Бун. Жаль, но сегодня ей сопутствует неудачливость. Повара произнесли свой вердикт. Жозефина должна покинуть конкурс прямо сейчас. У нас осталось лишь двое участников. В финал прошли лишь самые сильные и выносливые. Но Гектор Маринад отметил, что расслабляться рано, ведь финал – это самое трудное испытание, которое выдержит не каждый. Напомним, что в третьем финальном туре кулинарам предстоит приготовить особое блюдо, чтобы поразить столь суровое жюри. Гектор сообщил, что этим блюдом становится зимний торт по старинному рецепту его сварливой бабушки. Именно его необходимо испечь обоим участникам, задействуя весь свой кулинарный талант. Рецепт торта содержится в большой поваренной книге, но кулинары могут добавить в блюдо собственные уникальные и неординарные ингредиенты, чтобы придать ему особенный, ни с чем не сравнимый вкус. Вкус, который будет отличать мастерство кулинара от другого участника и, возможно, станет его визитной карточкой. Жаклин знала еще со школьных времен, что Изабель обладает отменным талантом выпечки и за многие годы наверняка отточила свои навыки до совершенства. Как же она переживала! Третий этап конкурса стартует завтра, поэтому сейчас у участников появилось время, которое можно посвятить себе, чтобы настроиться на победу. Жаклин сразу же позвонила мужу рассказать о своих успехах и переживаниях, а также узнать, как у него проходит фитнес-ретрит и достиг ли он каких-либо результатов. Жерар сказал, что фитнес-ретрит просто великолепен, а местный паб, то есть фитнес-центр, выше всяких похвал. Ему никогда так не хотелось заниматься спортом, как сейчас.
Чтобы снять стресс после конкурса, Жаклин воспользовалась услугами массажиста. Как же хорошо размять затекшие от нарезки овощей мышцы. Жаклин это заслужила. Ближе к вечеру она готовила тесто для завтрашнего этапа конкурса. За ночь оно должно насытиться дрожжами и стать пышнее. Жаклин оставила миску с тестом на кухонном столе. Заметив, что Жаклин что-то замышляет, Изабель тоже решила подготовить тесто для торта заранее. Она смешала ингредиенты, как следует размешала и выложила в глубокую посуду. Все это время она была на кухне одна. Кто знает, до чего дотянулись ее каверзные ручонки. Зайдя на кухню, Жаклин вдруг не обнаружила своего теста, которое совершенно точно оставляла у плиты. А где же оно? Изабель сказала, что не знает, о чем говорит Жаклин. Ничего подобного она тут не видела. Здесь есть только ее тесто, которое она замесила сама. Неужели Жаклин настолько устала на конкурсе, что у нее даже немного повредился рассудок? Может, лучше бросить эту затею и покинуть конкурс, пока не стало слишком поздно, и ей не пришлось оформлять Жаклин в местную лечебницу? Ну какая же интриганка! Совершенно точно это она все подстроила и избавилась от стряпни Жаклин, чтобы не дать ей победить. Нет, прощать такое нельзя. Дело в том, что у Жаклин был небольшой секрет, который помогал ей обрести уверенность в себе. Жаклин всем сердцем любила кошек, поэтому иногда, пока никто не видел, перевоплощалась в свой любимый образ и, не сдерживая себя, давала выход своему внутреннему «я». Пора выпустить коготки и показать обидчице, что связываться с Жаклин не стоит. Поздно ночью, когда уже все спали, Жаклин покинула комнату и осторожно пробралась на кухню, где тихо, как маленькая проказливая кошечка, съела стряпню своей соперницы. Вот так тебе, Изабель! На рассвете Изабель проснулась с осознанием собственного превосходства. За ночь ее тесто наверняка получилось пышным и воздушным. Она уже предвкушала победу. Ее зимний торт станет шедевром и легендой кулинарного мира. И самое главное то, что враг повержен. Но каково же было ее изумление, когда, войдя на кухню, она обнаружила, что тесто исчезло без следа. Кто-то не просто съел его, но и вылезал тарелку дочисто. Кто привез сюда кошку? В это же время фитнес-ретрит шел полным ходом. С самого утра, не зная отдыха и сна, все упражнялись на велотренажерах, а тренер требовал упорнее крутить педали. Но Жерар счел необходимым отправиться на другую тренировку. Он тоже усердно упражнялся. Правда, не на тренажерах, а за столом, где его поджидала очередная порция истекающих маслом гамбургеров и жареных сосисок со жгучим перцем. А Рафаэль Котель, который только сейчас открыл для себя столь изысканный вкус кошмарно-вредной пищи, не мог оставить Жерара одного в его кулинарном путешествии. Именно такие тайные от жен вылазки вызвали в них общий дух товарищества. Они чувствовали себя заговорщиками, притаившимися в темном зале таинственного паба. Мятежниками, бросившими вызов брюзгам, помешанным на тренажерах. Интриганами, хранящими общий секрет, о котором никто не должен узнать. Вот только их секретом были гамбургеры. Перемены в образе жизни обычно приносили перемены и во внешнем виде. Поедая мучное в надежде угнаться за Жераром, Рафаэль не заметил, как слегка изменился. Наконец, весь детский лагерь собрался в главном холле на прощальный концерт. Дженна уже окончательно пришла в себя после неприятного инцидента в воде и теперь вместе с остальными радостно наблюдала за представлением. Концерт открыла Эрин Чавес, которая устроила кукольное шоу и показала сценку под названием «Заблудшие в лесу». Эльза Бьорксен безупречно сыграла на пианино. Какая талантливая девочка! Теперь настало время для выступления вожатых. Дженна переоделась в сценический костюм и готова была выйти на сцену. Кайл тоже готовился к номеру, повторяя свою часть диалога. Напомним, что вожатые подготовили театральный номер по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Трагедия разыгралась и в душе Жан-Поля. Прямо сейчас на его глазах Ромео произнесет слова любви, а затем поцелует Джульетту. Как это пережить? Жан-Поль чувствовал, что словно проваливается под землю. А ведь он сам недавно репетировал сценку, искренне веря, что эта роль достанется ему. Но злая судьба распорядилась иначе. Он не смог победить в соревновании на байдарках и теперь вынужден терпеть несправедливости жизни. Но внезапно произошло нечто странное. Прямо перед тем, как выйти на сцену, Кайл ощутил чье-то холодное присутствие рядом с собой.
словно в комнате возникло нечто не из мира сего, нечто потустороннее. И вдруг... Что это было? Призрак смотрителя вышки сдержал свое слово. Ведь когда Жан-Поль оставил ему подарок, он сказал, что обязательно появится в тот момент, когда его помощь станет необходимой. Кажется, этот момент настал. Джульетта уже находилась на сцене и ждала своего Ромео, который убежал из зала, испугавшись призрака. Немая сцена затягивалась, еще немного, и концерт будет сорван. Что же делать? Жан-Полю вдруг пришла одна опрометчивая мысль. Переодевшись в концертный наряд, он сам вышел на сцену, чтобы исполнить роль Ромео. Наверное, история о Ромео и Джульетте – одно из самых величайших произведений о любви. Трагедия двух людей, которые не могли быть вместе из-за сложившихся обстоятельств. Их любовь была такой светлой, такой безудержной и такой печальной. Вы только послушайте, что говорил Ромео своей возлюбленной. «О, милая, о, жизнь моя, о, радость! Две самых ярких звездочки спешат, по делу с неба отлучиться, просят, ее глаза покамест посверкать. Ах, если бы глаза ее на деле переместились на небесный свод, при их сиянии птицы бы запели, принявши ночь за солнечный восход. Стоит одна, прижав ладонь к щеке. О чем она задумалась украдкой? О, быть бы на ее руке перчаткой, перчаткой на руке». Дженна растерялась. Такое чувство, что эта речь предназначалась не Джульетте, а лично ей. По сценарию настал момент, когда Ромео должен поцеловать свою возлюбленную. Жан-Полю стало невыносимо жарко, будто в комнате вдруг закрыли все окна и на полную мощность включили обогреватель. Да он сам словно запылал и раскраснелся, как разожженный камин. И тут он понял, что не сможет этого сделать. И сам, не ведая, что творит, бросился прочь, оставив Дженну одну на сцене. Кажется, концерт был окончен. Дженна нашла Жан-Поля на пристани. Он в одиночестве смотрел на воду и был так увлечен размышлениями о своем провале, что не заметил, как она подошла и села рядом. Глядя на воду, сияющую в холодном свете луны, Дженна сказала, что еще не успела поблагодарить Жан-Поля за свое спасение. Сегодня он показал себя храбрым и бесстрашным. И не только потому, что вытащил ее на берег, когда она стала тонуть, но еще и потому, что спас ее на сцене от этого несносного Кайла и сам сыграл роль в театральной постановке. И вообще, они так весело провели время в лагере. Она будет очень скучать по Жан-Полю и хотела бы общаться с ним и дальше, если он не против, конечно. У Жан-Поля замерло сердце. Как он мог быть против? Эта ночь была мягкой и тихой. Вода еле слышно плескалась у пристани, а звезды романтично в ней отражались. И тогда произошло то, что Жан-Поль страшился больше всего и одновременно желал всей душой. Это был просто разрыв Пламбоба. Жан-Поль мечтал об этом с самого первого дня в лагере, и вот, наконец, его мечта сбылась. Такое не могло бы присниться даже в самом романтичном сне. Судьба, на которую Жан-Поль буквально пару часов назад жаловался, вновь совершила поворот и направила его жизнь по новому, не менее интересному пути. Совсем скоро Жан-Полю предстоит отправиться домой, но теперь он знал наверняка, что по этому новому жизненному пути вместе с ним пойдет и Дженна. Да, любит судьба крутые виражи. Пока Жерар предавался вкусовому удовольствию, а Жан-Поль собирался домой, Жаклин думала, как одолеть Изабель в последнем состязании. Изабель была хороша и как кулинар, и как соперница. Ее способы готовить великолепные блюда отлично сочетались с изысканными методами устранения конкурентов. Но и Жаклин не уступала ей в стремлении победить. Она вдруг вспомнила легенду, которую услышала, приехав в Гибби-Пойнт. Местные жители рассказывали о последней, якобы оставшейся в живых плам-птице, поселившейся на берегу. Где-то здесь, в этом районе, даже было ее гнездо, а в нем может скрываться ингредиент, который был бы крайне необходим Жаклин для блюда. А что если попробовать стащить яйцо из гнезда плам-птицы и добавить его в свой торт на последнем этапе конкурса? Жаклин была уверена, что этот особый ингредиент придаст блюду пикантности и изыска. Такую находку жюри явно оценит. Однако в этом деле ей совершенно точно не помешает ловкость, изящество и проворство. Поэтому, надев свой тайный костюм, полагавшийся для особых случаев, Жаклин отправилась на поиски гнезда плам-птицы.
Гнездо находилось на берегу реки. Отыскать его не составило труда. Оно хоть и притаилось среди деревьев, но все равно было достаточно заметным. Плам-птицы поблизости не было. Это хороший знак. Быть может, она отправилась куда-то по своим важным птичьим делам, и Жаклин беспрепятственно сможет забрать яйцо из гнезда. Крадущейся походкой, точно вор, решившийся на крупную кражу, осторожно ступая по опавшей листве, Жаклин приблизилась к объекту своего посягательства. Покопавшись в сухих ветвях и соломе, она смогла добыть заветное яйцо. Но вдруг позади послышался какой-то звук. Это была она, плам-птица, чье гнездо Жаклин только что разорила. И, судя по виду, настроена она была воинственно. Клюв выглядел опасно, а когти были большими и острыми, как бритвы. Жаклин оставалось только бежать. И все-таки Жаклин смогла оторваться. Хотя все прошло не так гладко, как она предполагала, тем не менее она была довольна. Ведь теперь у нее было яйцо плам-птицы. Итак, наконец-то наступил третий, финальный этап кулинарного конкурса. Кулинаров осталось всего двое – Жаклин Бонжур и Изабель Котель. Напомним, что в этом туре каждый из них предстоит приготовить зимний торт по рецепту, предоставленному Гектором Маринадом. Для своего блюда Жаклин припасла особый ингредиент – яйцо плам-птицы. Она понимала, что победа в этом конкурсе предполагала не только получение призов и похвалы от шеф-поваров. Знание, что она одолела саму Изабель Котель, принесло бы ей огромнейшее удовлетворение, потому что выиграть значит одержать победу над соперницей. А какой же ингредиент припрятала для своего торта Изабель? Продукты приготовлены, ножи наточены. Ну что ж, пора приступать. Раз, два, три, начали! Изабель приступила к готовке с холодной сдержанностью. А Жаклин, напротив, с напряженным волнением. Они смешали тесто. Изабель задумалась, достаточно ли муки. Жаклин напряженно мешала. Что это она там добавляет? Ну ладно, тоже добавим чего-нибудь. А еще немного поперчим. А теперь главный ингредиент – яйцо плам-птицы. Помешаем. Очень вкусно. Изабель выложила тесто в форму и отправила в печь. Пора сделать то же самое. Теперь осталось только дождаться, когда тесто дойдет и превратится в торт. Ожидание было самым сложным испытанием. Не подгорит ли тесто? Будет ли оно достаточно рассыпчатым? Немного ли сахара добавлено? Жаклин напряженно думала, все ли правильно она сделала. Ну что ж, наконец торты были готовы и выложены на тарелке. Шеф-повара приступили к дегустации. Гектор тонко чувствовал вкусы и отметил, что этот торт хоть и трудно назвать совершенством, но он явно приготовлен по рецепту его сварливой бабушки. А вот тут какой-то подвох. В этом куске торта явно что-то не так. Но какой же ингредиент сюда добавил кулинар? Жаклин и Изабель замерли, ожидая собственный приговор. Обстановка накалялась, нервы были на пределе. Жаклин чувствовала, как ее и так пышные волосы словно встают дыбом, становясь еще пышнее, как тесто, поднимающееся в духовке. Итак, жюри наконец готово объявить победителя кулинарного конкурса. Им становится... Изабель Котель. Именно ее зимний торт получился наиболее аппетитным, утонченным и вкусным. За победу в конкурсе Изабель получает 50 тысяч семиллионов и брошюру с рецептами от самого Гектора Маринада. Поздравляем победителя! Гектор сказал, что торт Жаклин Бонжур тоже вышел неплохим, но как будто немного горьковатым. Это все потому, что при закваске теста вместо куриных яиц Жаклин добавила яйца какого-то другого неведомого существа. Может, динозавра? Вот только где Жаклин его отыскала? Поездка наших героев подходила к концу. Жан-Поль прощался с лагерем и с сердцем, полным любовью, собирался домой. Жерар и Рафаэль с трудом выходили из паба, еле-еле переставляя ноги от переедания.
Жаклин любовалась в окно природы и думала о том, что ее поражение не такая уж и большая потеря. Она посетила новое место, развеялась, и эта поездка принесла ей множество незабываемых приключений. Перед самым выходом Изабель остановила Жаклин и сказала, что была рада поучаствовать вместе с ней в конкурсе кулинаров. Секрет ее победы прост. Она не стала добавлять в блюдо посторонние ингредиенты и ограничилась лишь рецептом Гектора Маринада. Но она хотела бы сказать, что зря они соперничали в школе. Да, ее выпечка всегда была пышнее и воздушнее, но по вкусу все-таки уступала выпечке Жаклин. Она много трудилась, лишь бы научиться печь такие же вкусные печенья и пироги, какие пекла Жаклин. Именно поэтому она стала добавлять в свои блюда различные украшения, чтобы их просто заметили. И на главный стол школьных праздников они попадали лишь из-за красивого оформления, а не потому, что были вкуснее. Так что именно Жаклин всегда ее побеждала. Но может, хоть сейчас она позволит победить Изабель впервые и не станет расстраиваться из-за этого? Жаклин растерялась. Если бы она знала, что все обстоит именно так, как описала Изабель, то наоборот помогла бы ей в школе добиться бесподобного вкуса в своих блюдах. А та в ответ научила бы Жаклин, как сделать печенье более пышными. Ну да ладно, зачем ворошить прошлое, как осиный улей? Ведь старые обиды могут покусать не хуже разъяренных ос. Жаклин и Изабель вышли из здания и вдруг увидели занимательную картину. На улице их встречали мужья. Изабель не могла поверить своим глазам. Что? Что стало с Рафаэлем? Кто на фитнес-ретрите откормил его, как бройлерного цыпленка? Перед отъездом к Жан-Полю подошел Кайл. Он сказал, что вообще-то в лагере было круто. Жан-Поль тот еще искатель приключений. Он был рад состязаться с таким достойным соперником. Жан-Поль не побоялся ночью отправиться к старой заброшенной вышке и даже не испугался призрака смотрителя, хотя Кайлу кажется, что все это ему просто привиделось. А еще он храбро бросился на помощь Дженни, когда та тонула, и заменил его на концерте в момент его слабости. Жан-Поль хороший друг. Было бы неплохо еще раз вместе так повеселиться, так что Кайл надеется, что Жан-Поль не пропадет и, может быть, даже напишет ему на каникулах. Родители слишком заняты собой, а настоящих друзей как таковых у него нет. Интересное развитие событий. На самом деле ему тоже понравилось состязаться с Кайлом. Это было так захватывающе и даже немного его закалило. Именно Кайл подтолкнул его на решительные действия. Именно благодаря ему Жан-Поль обрел Дженну. А кто еще может подстегнуть нас сделать шаг вперед, как не друг? Ну что ж, приключения наших героев выдались веселыми, а деньки насыщенными. Они прощались с Гиби-Пойнт и возвращались домой в Виллу Крик, где их ждали домашние заботы. Бонжурам еще предстояло сделать свой ресторан лучшим заведением в округе и, наконец, отстроить дом. А потом наслаждаться тихой жизнью в своем уютном районе. Правда, Жаклин уже отметила, что Гектор Маринад знает множество рецептов. Интересно, поделится ли он с ней одним из них, чтобы ее ресторан процветал еще больше. Надо бы отыскать его в Ньюкресте. Но это уже совершенно другая история. В следующем видео мы вернемся к нашей семье искателей приключений, которым предстоит отправиться в Сильвадорадо, чтобы освободить от проклятия дух древней царицы. А совсем скоро у нас снова наступит неделя с семейством Бонжур. А на этом мы прощаемся с вами, друзья. И напоминаем, что у нас есть свой телеграм-канал и страничка на Бусти. Ссылки находятся в описании к этому видео и в комментариях, а QR-коды вот на экране. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и комментарием. А мы пока отправляемся создавать новую увлекательную историю с искателями приключений. И до следующих видео. Всем пока! Пока! Изабель занималась домашними делами, когда вдруг услышала за спиной голос мужа. А ты не хочешь сделать мне гамбургер?